Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», а это гороскоп на 3 летних месяца, июнь, июль, август, то вы прекрасно сейчас понимаете, о чем я буду говорить. Но сейчас, конечно же, более подробно про август. Те, кто не видел «Лето надежд», в конце ролика прикреплю это видео. Посмотрите, сверьтесь, так у вас или нет, получилось у вас или не получилось, и что с этим на самом деле всем делать. Ну что, ребят, присаживаемся поудобнее, буду рассказывать про основные, важные, мощные, я бы сказала, сложные моменты августа для определенных стрельцов. Да? Ребят, буду рассказывать по стрельцам по декадам, то есть первая декада стрельцов — это те, кто родились в ноябре, вторая декада стрельцов — это те, кто родились с 1 по 10 декабря, и третья декада, кто родился там с 11 и до знака зодиака Козерог. Ну что, ребят, как говорится, поехали, внедряемся в этот август. Специально записываю это видео пораньше, для того, чтобы у вас еще в июле был запас времени, прочности, для того, чтобы организовать эту энергию августа. Да? Ну что, полетели, поехали. Да, ребят, у нас с вами на небе на 1 августа идет квадратура Венера-Уран. Я бы сказала, что эта квадратура, она не такая уж и противная, не такая уж и сложная, да? Но все-таки энергия нацелена на то, чтобы рвать отношения. Венера к квадратуре Урана — это всегда разрывы, как правило, это всегда финансовые траты, это всегда то, с чем мы не согласны. У многих возникнет желание как-то себя проявить по-новому, потому что Венера отвечает еще за наш внешний вид, за наш облик, и здесь захочется как-то себя экстраординарно приукрасить, показать, сменить имидж, образы, свое, я бы так сказала, мироощущение, да, в обществе, в котором мы находимся. Уран отвечает же у нас за друзей, за коллективные энергии, за креативное творчество, за нечто новое, за преобразование, да, поэтому здесь захочется что-то изменить. Захочется что-то изменить в финансах — отлично. Если захочется их приумножить, изменить проект, изменить работу, то это хорошо. Если же захочется финансы изменить с точки зрения их потратить, плохое решение, потому что этот аспект больших и очень быстрых растрат. Поэтому, дорогие мои любимые стрельцы, не тратьте много, постарайтесь не тратить много, а очень сильно захочется. Вообще этот август, я бы так сказала, месяц не нацелен на то, чтобы тратить много денег. Поэтому, собственно, если вы хотите потратить, лучше тратите в июле, а в августе с этим будет гораздо сложнее. Если захочется поругаться, испортить отношения, разойтись, я бы сказала, выйти из отношений, особенно если это долгие отношения, понимаете, что этот аспект тоже не вечный. Он, конечно, начался в последних днях июля и будет действовать первую неделю августа, и потом он рассыпется, ребят. Да, он потом рассыпется, и потом уже не захочется так яро выходить из отношений, не захочется своей свободы. Поэтому здесь, конечно же, запаситесь немножко терпения. Идем дальше. 4 августа у нас с вами новолуние во Льве. Да, хочу сказать, что в принципе для стрельцов день не такой уж и плохой, если вы не ругаетесь, если вы не напряжены. Для стрельцов 1 и 3 декады прекрасно, обычный нормальный день, ничего особенного, да. Для стрельцов 2 декады здесь нужно подумать, если у вас нет завышенных требований к партнеру, тогда хорошо. В основном всегда завышенные требования к партнеру — это нереализованные свои амбиции, потому что, да, сложнее всего в этом августе придется стрельцам 2 декады
Все потому, что ваш управитель Юпитер находится сейчас напротив в Близнецах и делает оппозицию к вашему натальному Солнцу в транзитной карте. Здесь, конечно же, такое будет ощущение, что я Наполеон, что я такой классный, что я такой мощный, что я все могу, что у меня все получается. Неважно, мужчина вы или женщина, да, то есть женщинам захочется сказать, да я и без тебя обойдусь, мужчина скажет, да я лучше найду. Ну, то есть вот такая вот история, она пройдет, и, как правило, когда проходит этот аспект, это всегда эмоции и энергии того, что как-то вот зря нас несло. Поэтому, да, дорогие стрельцы второй декады, здесь понимайте, отслеживайте ожидания и реальность, потому что, как правило, реальность является намного скромнее всех тех ожиданий, мыслей, все того, что вы увидели где-то и захотели так же. Поэтому здесь, чем трезвее вы смотрите на себя, на свою жизнь, будет хорошо. Таким будет, грубо говоря, август вообще, в принципе, для стрельцов второй декады. Первая и третья декада будет попроще, будет полегче, но все равно, тем не менее, идем дальше. Да? Неважно, какой вы стрелец и какой декады, ребят, у нас у всех наступает с 5 по 28 августа ретроградный Меркурий. И ретроградный Меркурий у нас будет в Деве. Да, и здесь история того, что с первого его дня, да, то есть это с 5 августа и по 14 он будет находиться в Деве, и с 15 по 28 он уже будет в ретроградном движении во Льве и в квадратуре с Ураном. Поэтому здесь, ребята, скажу так, что комбинация на самом-то деле сложная. Казалось бы, первый вот этот отрезочек с 5 по 14 будет более приземленная энергия, но при этом стрельцам первой декады будет максимально сложно договориться, будет ощущение, что все словно вас не понимают, вам захочется сделать все быстрее и активнее, все будет как будто сложно, как будто не получаться, как будто специально палки в колеса, да? Конечно же, с 15 по 28 августа будет дела идти очень быстро, да, то есть получится даже ошибки исправлять, договариваться очень быстро, стрельцам станет здесь полегче, но, ребята, ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Ураном, и здесь история того, что эффект может быть не совсем такой, на который вы рассчитывали, да, то есть вы решаете одно, вроде обговариваете другое, а человек вас просто неправильно понял, не так понял. Естественно, все зависит от знака зодиака и наполненности натальной карты вашего оппонента, да, как он будет себя вести, потому что все знаки зодиака абсолютно по-разному срабатывают на ретроградный Меркурий, с учетом того, что когда еще ретроградный Меркурий находится в квадратуре с Ураном, это вообще непонятная история, то есть как она может вылиться, может совершиться вообще совершенно иное кино и будет очень непонятно и странно, поэтому понимаете, что нужно очень трепетно относиться к документам и к договоренностям, да? Очень трепетно нужно относиться к своей репутации, потому что захочется очень много чего сделать, сказать и внедрить, особенно во второй половине движения ретроградного Меркурия, да, когда с 15 августа он перейдет в знак Льва. Здесь, конечно же, захочется и выступить на публику, захочется и доказать свою правоту, поспорить, да, особенно вас легко можно будет развести на какой-нибудь спор, оспорим, да, и то есть вот эта история такая, я бы сказала, она немножко провальная будет для вас, дорогие стрельцы. Не ведитесь на эту провокацию, хотя будет очень сложно не вестись. И да, самые сложные моменты в этом августе я бы выделила это последние 2 недели, потому что как раз-таки с 14 с 15 августа у нас начинает соединяться оппозиция Венера-Сатурн. Про что здесь? Венера-Сатурн в оппозиции, плюс Венера в соединении с ретроградным Меркурием, который в квадратуре с Ураном, да? И все вот это добро оказывает квадратуры и оппозиции на стрельцов. То есть стрельцы второй декады реально будут понимать, почему вообще так происходит, зачем случилось. Плюс здесь еще Юпитер, собственный управитель, собственное эго
в оппозиции как раз-таки к вашему транзитному, к вашему Солнцу в транзитной карте, Юпитер в соединении с Марсом, когда хочется, то есть жизнь и обстоятельства вот на эти 2 недели заставят прям трудиться, при этом захочется с людьми поспорить, захочется доказать свою правоту, вам будет казаться, что в мире вообще абсолютная несправедливость, что все словно делают все наоборот, когда нужно продвинуться вперед, люди тормозят, когда вы хотите четко, планомерно разобраться в деталях каких-то вопросов, все наоборот вас не слушают, ускоренно куда-то двигаются, в общем, все не так, как вы планировали. Здесь история, конечно, того, что вас это будет, мягко говоря, раздражать. И эта вся сложность случится именно со стрельцами второй декады. Да, ребят, те, кто родился с 1 по 10 декабря, будьте внимательны, осторожны в том, что вы говорите, все, что вы делаете, какие принимаете решения. Потому что все-таки здесь квадратура Сатурна заставит прям трудиться. Захочется, конечно, на квадратуре и оппозиции Юпитера потратить много денег. Очень сильно и много всегда тратится. Кому-то захочется поменять что-то во внешности, да, потому что здесь Венера в квадратуре с Марсом, и это все в оппозициях к квадратуре к вашему Солнцу, да. То есть будет складываться очень много мультитранзитов именно на вас, дорогие стрельцы. Это такое большое мощное давление, которое захочется поменять внешность, что-то в себе изменить. Еще раз говорю, что ретроградный Меркурий не очень удачное время для вообще, в принципе, процедур с лицом, операций в том числе, которые вот именно на этот август, если есть желание и есть возможность сдвинуть, было бы хорошо, да. Но еще раз говорю, ребята, вопросы по здоровью никогда не принимайте решения на каком-либо гороскопе, да. Почему? Потому что у каждого отдельного стрельца, рожденного в разной местности, даже в один день, да, у кого-то этот транзит уже работает, а у кого-то уже не работает. Плюс еще время рождения, да, мы накладываем и понимаем, для кого-то эта операция нужна, для кого-то не нужна. Поэтому если у вас вопрос, связанный по здоровью, оставляйте в комментариях с этим видео, но при этом, ребят, дата, время, место вашего рождения и ваш вопрос должны быть. Особенно если это касается таких важных сфер, как здоровье, вообще, в принципе, любые принятия решения по жизни. Я надеюсь, вы не воспринимаете легко и не принимаете эти решения, послушав какой-то гороскоп, но вы четко уверены и вы понимаете, что так. А у меня сейчас в жизни как-то вот все немножко по-другому я себя ощущаю, да. Поэтому здесь, естественно, принимайте ответственность за свою жизнь. И понимаете, что гороскопы у всех бывают разные. И я знаю, что очень много людей смотрит гороскопы разных астрологов, и вы абсолютно никто не знаете, на каких основаниях каждый астролог говорит вот это вот все в эфире. Я много раз, лично я перестраховываюсь для того, чтобы вот так говорить. Но основываясь на аспектах в этом августе, на общем гороскопе, я все-таки говорю, что не очень хорошее время для того, чтобы делать какие-либо вмешательства, потому что эффект может быть совершенно не тот, на который вы рассчитывали. При таких транзитах для стрельцов второй декады. Про стрельцов первой и третьей декады не говорю, ребят, потому что вас это пока не затрагивает. Да? Для стрельцов второй декады это очень сильные аспекты, которые реально работают. Идем дальше. Самые сложноватые дни этого августа, 19-20. И это полнолуние в Водолее, водолейское полнолуние. Как, в принципе, день на вас, само полнолуние, не скажу, что оно какое-то такое, знаете, очень легкое, очень веселое, очень позитивное. Очень много других аспектов, которые влияют на жизнь и будут заставлять трудиться в прямом смысле. А для Стрельца, как знака зодиака, если вы живете по Солнцу, очень много сатурнианской энергии, которая прям реально будет заставлять пахать. И здесь
Еще раз говорю, что вот в районе полнолуния будет максимальная концентрация энергии, а потом потихонечку начнет оно распускаться к концу августа. Но здесь уже будет, понимаете, накопленный эффект вот этой усталости, потому что не секрет, когда мы месяц или другой, да, то есть больше там нескольких недель находимся в каких-то тяжелых стрессовых обстоятельствах, когда обстоятельства не такие, как мы планировали, мы все устаем, да. Особенно знак огня, который все-таки нацелен на мудрость, да, на решение, на принятие сложных вопросов. И здесь, ребята, понимаете, что этот момент нужно преодолеть. Это не такой критичный момент жизни, просто, да, необходимо потрудиться, постараться не тратить, а копить, созидать, постараться, да, поддерживать свое здоровье максимально в том числе, потому что здесь и Сатурн, здесь вопросы по здоровью, позвоночник, кости, да, наши зубы, внимательно относиться к этому, к уходу за собой, поменьше, конечно, вот этой юпитерианской энергии, которая в разлет будет идти, потому что на оппозициях Юпитера очень часто люди принимают решения, о которых потом сожалеют. Это быстрые решения, получается их реализовать и воплотить даже быстро, но потом, когда проходит этот аспект, приходит такое разочарование. А ретроградный Юпитер у нас наступает с 14 октября. Так вот, с самого августа, да, и сентябрь, и первая половина октября, вот как раз-таки стрельцы второй декады, вы будете принимать определенные решения, а работа над ошибками, я бы так, ну как любят сейчас говорить, карма, она вернется с 14 октября, когда Юпитер пойдет в ретроградное движение, и будет такой вопрос стоять, и он будет идти с октября по первую неделю февраля в ретроградном движении, и понимаете, за 3 с лишним месяца будут вопросики, так, а почему было потрачено туда-то, почему было принято такое решение, почему здесь было не сделано, и придет такое, знаете, мощное разочарование. Поэтому еще раз говорю, что в августе энергии будет столько, чтобы натворить очень много ошибок. Но если вы будете более-менее хладнокровно и с четкостью, и с адекватностью, и с реальностью подходить к решению своих вопросов, тогда получится наделать меньше ошибок, а захочется очень много наделать ошибок. Да? Стрельцы третьей декады, у вас еще и ретроградный Нептун, который будет давать очень много эмоций, любовных переживаний в том числе. Здесь, конечно же, вы погрузитесь в моменты прошлых недоделанных своих вопросиков, связанные с Нептуном. Кстати, в конце видео прикреплю ролик «Ретроградный Нептун», за что он у вас отвечает на натальной карте. У всех он, в принципе, отвечает за любовь, за душевность, за чувства, за эмоции. И если их очень много, и вы не можете в них разобраться, тогда это уходит всегда в депрессивное такое состояние. Не допускайте этого депрессивного состояния. Ретроградный Нептун у нас будет длиться, ребята, до ноября в том числе. Сложный период, отрезок времени, да, я знаю. А что делать, ребят? Идем здраво, смотрим на мир, на вещи и понимаем, что да, это август, работа над ошибками. Месяц сложный, правда, очень. Особенно последние 2 его недели, когда уже и накопленный эффект, и аспекты очень долго, и мучительно, и не распадаются. Да? Поэтому здесь, пожалуйста, внимательны со всеми своими решениями и действиями. Не пылите, не рвите быстро отношения, не предъявляйте претензий. Это на самом деле очень хорошее время для тех, кто делает внутреннюю работу, работу над собой, понимает, что моя жизнь не такая, какой я хочу, чтобы она была. Моя жизнь, то есть должна быть другой. То есть если вы четко понимаете, какой должна быть ваша жизнь, что сколько у вас талантов, навыков вы умеете делать, но вы их не реализовали, и для осмысления, для внутренней работы над ошибками очень хорошее время. У стрельцов первой же декады получится очень хорошо в этом разобраться. И да, вам будут отдавать, я бы так сказала, кармические долги, вам будут попадаться нужные люди, люди из прошлого, которые будут вам помогать в реализации будущего, и эти возможности не упускайте. Здесь главное, еще раз говорю, гордыню опустить, меньше ожиданий, больше реальности, и тогда этот август сложится хорошо. Тогда получится реализовать все, что хочется. Ну и да, конечно же, стрельцы, те, кто родились на
стыке Скорпиона и Стрельцов такие мощные, я бы так сказала, мощные Стрельцы еще по Скорпионе заряжены. Здесь Плутон делает классный секстиль к вашему Солнцу в транзитной карте, и ощущаете, чувствуете, что у вас есть внутренняя сила и мощь разобраться в сложных событиях, в сложных моментах в вашей жизни, потому что всегда Плутон дает трансформацию. Да, независимо, гармоничный или напряженный аспект Плутона, энергии все равно очень много, и нужно уметь с ней совладать. Но все-таки на гармоничном это как-то попроще. А у вас, ребята, гармоничный. Используйте эту силу, мощь и принимайте жизнь со всей ответственностью. Нужно расти, нужно становиться мудрее, активнее, амбициознее, для того, чтобы мир вокруг вас становился таким же активным, мощным, мудрым в том числе и амбициозным, потому что Стрелец это именно про это знак зодиака. Да, дорогие, вот такой для вас гороскоп. Скажу, что сложно, где-то да. Нужно проявить мудрость 100%, но Стрелец это про мудрость прежде всего. Низшая ступень Стрельца как знака зодиака это завышенное ожидание, это бренды, это фишки, это понты в том числе, да. Это когда я вот весь такой классный, клевый, а внутри пустышка. Это низшая история Стрельца. Становитесь выше, мудрее, становитесь мудрецом по жизни, и при сложных ситуациях понимайте, для чего они вам нужны, потому что все ситуации всегда приходят для того, чтобы научить. Стрельца так уж подавно. Поэтому, дорогие мои, набирайтесь мудрости в этом августе, понимайте, где вы не доработали, где вам еще нужно поработать над собой максимально честно. Чем честнее пройдете этот экзамен, тем лучше сложится для вас эта осень и зима. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, даже если они сложные, оставляйте в комментариях к этому видео обязательно дата, время и место рождения с вашим собственным вопросом. Да? Самых активных жду на консультации. Естественно, до конца августа у нас самые приятные цены, поэтому подключайтесь, буду рада всех видеть. Ну и, конечно же, в описании видео ссылки на телеграм-канал, на сайт, на почту, для того, чтобы спросить, уточнить и тому подобное. Ребят, все рассказала в конце ролика. Актуальные видео, можете их посмотреть, опереться, принять верное решение, запланировать время на несколько месяцев вперед, для того, чтобы получилось максимально хорошо. Ребят, я с вами прощаюсь, желаю вам мудрого и продуктивного месяца. Не бойтесь трудностей, они обязательно для чего-то нужного приходят. Всегда, всегда для того, чтобы мы подросли. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.